Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, продолжаем зачистку авалонских подземелий по картам. В третьей части мы посмотрим на примеры пула мобов в комнатах. Я долго думал, как лучше подать информацию в данном ролике, учитывая ваши ответы на предложенные варианты, а также ваши вопросы и предложения в комментариях. Третья часть будет разделена на ролик с примерами пула в комнатах, после чего выйдет два допа с полноценной зачисткой карт, после которых мы и двинемся к четвертой и пятой частям. Всем позитивного времени суток, вы на канале Evil Fluff и мы начинаем. При входе в данж первых мобов или моба мы пропускаем, забегая вглубь до второй группы мобов, перед которой и останавливаемся. Переспекиваемся на ПВЕ сетапы для фарма, а Кобра и Светоч начинают настакивать заряды трансформации. Как быстро делать смену сетапов я показывал в предыдущей части. Все нужные ссылочки будут в описании. Сразу пройдемся по терминологии, которую вам нужно решить среди своей группы. Как минимум, как будет происходить порядок смены прожимающего успокаивающее зелье. Каждый называет их по-своему: успокайки, инвиски, просто потки, поскольку они у всех стоят. Проясните этот момент в начале похода, чтобы не было нескольких прожатий зелий. Это может добавить вам времени зачистки, да и по карману будет немного бить. Мейн-танк – главная роль танка группы, что пулит мобов и задает общий темп. В основном роль РЛа или опытного игрока в данной активности. Мейн-хил – главный хил пачки, задача которого держать танков на ногах, не отпуская их в загробный мир. Офф-танк – второй танк в группе, оказывающий поддержку мейн-танку на боссах и пулах мобов. Офф-хил – второй хиллер группы, у которого стоит поднятие на W, и он хилит пачку ДД. ДД – группа ролей, чья задача наносить огромный урон и пытаться вызвать у танков с мейн-хилом приступ черной болезни. Замедлю заливку первого пула мобов в проходе, чтобы объяснить ротацию способностей и принцип взаимодействия билдов. Зачистка начинается довольно просто. Двигаемся сквозь первого моба или мобов. Чтобы не тратить успокайку, можно просто прижаться в дальний левый уступ, либо правый стене, или же за статую, как вы видите на экране. Переспекиваемся, настакивая наши заряды, греф и прочие бафы с зарядами. При зачистке позиционка будет выглядеть так. Мейн-танк с офф-танком и Коброй становятся вместе в одной стороне, и ДД с другой, как показано на картинке. Далее танк дает луч Авалона с колпака чистоты и отбегает немного назад, чтобы мобы начали к нему движение. Офф-танк ловит их на W, кольцо инерции с молота. Кобра ждет, пока мобы подойдут и увязнут в кольце, упершись в него, после чего сдает W, змеиный взгляд, удерживая мобов на месте. ДД начинает заливку. Посох железного корня, далее ПЖК, связывает своей ешкой мобов между собой для переливки урона между ними и увеличения общего ДПСа. Молот тем временем сдает свою Е для стана мобов, а мейн-танк врубает порезку с культисток и влетает в мобов со своей W, обманный удар, еще и прервав чтение заклинания мобам. И сдает свою Q, священная земля, чтобы повергнуть мобов в молчанку. ДД крутят откаты во время заливки. ПЖК дает откаты для ДД во время пробежки из комнаты в комнату. Основной принцип примерно такой. Дополнительные пояснения будут по ходу дела. Я сразу покажу вам несколько пулов с птичкой, чтобы было понятней, что и как происходит. На Кобре должна быть наигранность и чуйка, чтобы дать W до того, как птичка начнет кастовать свои ветерки. Если не успел, доджить их придется. Если не успел, доджим их. Танки сбить не смогут, пока птица их не докастует до конца. В таких пулах можно действовать несколькими способами. Во-первых, ПЖК связывает мобов между собой, а затем птицу с танком. Либо птицу с одним мобом, а затем с другим. Но всегда в приоритете у ПЖК в пуле либо связка двух макак, либо жрица с макакой, или сковородка со жрицей или макакой, зависит от пула. Также можно забирать мобов на птице, а затем прожать успокайку и залить птицу в соло. Возможно, поначалу кому-то так и будет проще. Либо в некоторых комнатах проще пройти за спину птицы при помощи успокайки и залить уже со спины. Это нужно для того, чтобы мобы, что рядом с птицей, пришли быстрее к нужной точке, и вы не дали птице закастовать ветерки. Для ускорения зачистки и уменьшения общего времени нахождения в данже, часть мобов можно и вовсе скипать. Но в таком случае, если к вам зайдет чекер, подсос, а возможно и просто любопытный игрок, что решит посмотреть, что тут происходит, или группа дайверов, то они смогут специально начать агрить таких мобов, чтобы не дать вам открыть финальный сундук, либо случайно по незнанию. Но в любом случае вам придется возвращаться, убивать дайверов, а потом чистить мобов, что они заагрили. Потому решать только вам, стоит их пропускать или же нет.
Если у вас нет PvP свапа с собой для встречи таких незваных гостей, то, возможно, стоит забирать мобов сразу, но решать только вам и вашему РЛу как финальной инстанции. Комнат и коридоров, в которых можно пропускать огромные пачки мобов, довольно много на самом-то деле. Например, можно пропускать целые коридоры с акалитами, экономя десятки минут таким образом на времени зачистки. Либо пропускать комнаты, облизывая стенки и пытаясь протиснуться между стенкой и зоной агромобов. В некоторых местах их можно задоджить при помощи кувырка в чашку. Я пошел. Давай. Хорош. Красноярец легенда. Так, смотрим на него. Нажмешь блинки сквозь чашу? Давай, ты сможешь. Благодаткой можно прыгнуть. Хорош. Пошли. У меня другой способ. Еще. Не работает. Так не говоришь, что ты Нормально. блинки пошел. Теперь рассмотрим подходы к боссам, и в конце будет пример короткой пробежки по данжу для наглядности, как выглядит зачистка. Не забывайте оставлять свои вопросы и предложения в комментариях. Какие именно вопросы вам бы хотелось рассмотреть в дополнительных роликах о зачистке, где посмотрим на зачистку от старта с города и до возврата в город. На суицидке нам нужно залить пак мобов перед ступеньками, после чего аккуратно облизываем стенку, протискиваясь между стенкой и зоной агромобов, как показано на видео. Как только большинство собралось, греемся и заливаем мобов на ступеньках и перед подъемом в комнату босса. В самой комнате с боссом танки агрят мобов. Первый левую пачку мобов и бежит вправо, а второй танк агрит правую пачку мобов и бежит влево. Таким образом, сводя два пака мобов посреди комнаты. А задача кобры своевременно их поймать и зафиксировать на месте, дав тем самым время танкам для маневра и возврата на позиции. Сдаются порезки своевременно и происходит заливка, после чего аннигиляции подвергается сам босс. На мехе все просто. Нам нужно зачистить смешариков на мосту, пробежать под обстрелом пушек и зачистить смешариков в комнате с механизмом. Собирает танк. Сначала слева комнаты, затем справа. По сути, чистим комнату в два пула. Двигаемся вдоль стенки. Кобре и молоту главное не прозевать вспышку со сдачей их основных способностей. В дальнейших дополнительных роликах по зачистке будет наглядней, если нужно, учитывая ваши вопросы в комментариях. Для сэра Бедивера по сути ничего сложного. Вначале забираем макак на мосту. На танка, что забегает к ним, даем успокайку. И как только ее действие заканчивается, танк собирает их, сводя в одну точку, а кобра и молот ловят в подходящий момент. После их убийства двигаемся вдоль стенки. Пропуская пул из 5 мобов и поднимаемся по лестнице. Рыцаря и лучников вначале агрим и прожимаем успокайку. Это нужно для того, чтобы сработала анимация рыцаря. Удар мечом по щиту. И во время второго агра он пошел сразу на кольцо, без задержки. После чего приступаем к аннигиляции Бедивера.
На дискотеке и того проще. Нас будет ожидать один из определенных вариаций. Рыцарь с акалитами, либо птица с акалитами. Все просто, действуем по стандарту. Ловим на кольцо и заливаем. При подходе к рыцарю-капитану мы становимся на третьей ступеньке, считаем сверху платформы. Танк дает луч и убегает, а мы ждем, пока не подойдут лучники и рыцарь. Он подойдет позже, поскольку анимация удара по щиту, не забывайте о ней. Как только замаячил на горизонте, даем кольцо и кобру, после чего заливаем. Suck me in the smoke, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you. Затем забегаем на ступеньки и пулим мобов уже на ступеньки и платформу. Иногда пул бывает поломанным, и рыцарь не подходит с лучниками, если его отагривали успокайкой. Ничего страшного, забираем его со вторыми лучниками. Главное не бить в обратку, если так вышло и она повернута к вам. Подход к Базиле, Василиску и прочие названия, что ему дали, также не должен вызвать сложности. Просто заливаем жрицу и акалитов, а после прожимаем успокайку, затем агрим и сводим копейщиков в одну точку, после чего опять-таки заливаем. Suck me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Далее будет пример зачистки коротенького данжа под фоновую музыку, и пока вы это смотрите, я пойду усердно подбирать и монтировать вам дополнительные ролики с наглядными примерами зачистки различных данжей, конечно же, с разнообразием боссов в них. Ладно, за работу! Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях. А можем там с вами, как всегда, просто пообщаться или что-то обсудить. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или же нет, решать только вам, братишки и сестренки, как и подписка на мой канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!
Спасибо за просмотр и не забывайте поддерживать данные старания и труд своими лайками и подпиской.